Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Когда Чонгук обернулся, чтобы посмотреть, где идет Тэхён, ему всегда нужно знать, где он. Чонгук ищет Тэхёна. Девятое место. Ты мой, сказал Тэхён, сидя у Чонгука на коленках, а тот и не был против. Восьмое место. Совпадение или нет? В конце им сказали отойти друг от друга. Нетизины объясняют, почему фанатам BTS нравится видеть Тэхёна и Чонгука вместе. Нетизины считают, что визуальная химия Тэхёна и Чонгука очень необычна. На форуме онлайн сообщества пользователь сети опубликовал сообщение, объясняющее 3 причины, по которым фанатам нравится видеть лица двух участников BTS вместе. Он привел следующие аргументы. Они оба красивы. Их визуальный контраст очень ясен. Их визуальная пара смотрится очень гармонично. Пользователи сети оставили следующие комментарии под постом «Мне это нравится». Когда они вместе, возникает странная синергия. Я очень надеюсь, что они споют дуэтом. Мне так нравится слушать их голоса вместе. Их визуальная химия лучшая. Легенды. Фиолетов Люих. Наши Ник и Джуди. Они оба выглядят как вымышленные персонажи. Вау, их лица как будто излучают свет. 7 место. Забавный факт. Призыв ПО означает поцелуй или чмок. Делайте выводы. Шестое место. Поведение пары. То, как Чонгук дает Тэхёну идти первым. Джентльмен. Столько любви в этих фотографиях. В своем мире влюбленные пары. Пятое место. Какой довольный и счастливый Чонгук, что его парень на него смотрит. Как игривый язычок высунул. Ну, а оргтолпы на высоком уровне, даже кое-кто откинулся там от счастья по ходу.
4 место. Забота. Плечо Чангука – самая удобная подушка для Тэхёна. Забота и любовь. Третье место. Новости Чангука и Тэхёна. Описание фотобука Тэхёна. Инструкция к фотобуку Тэхёна. Будьте осторожны, острые края могут вас порезать. Хранить вдали от жарких и влажных мест, от солнечных лучей. Не используйте его для целей, отличных от его первоначального назначения. Беречь от огня. Не кладите в рот и не сосите. Помните, стилист Тэхёна перед уходом того в армию написал: «За 1 год был Париж, Гавайи и снова Париж, 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 Токио, Лондон». Это было короткое время, но у нас осталось много счастливых и веселых воспоминаний. Будь здоров там и возвращайся. В фотобуке Тэхёна есть кадр, который, возможно, сделан на Гавайях. А фотобук у нас посвящен чему? Путешествиям. А помните неизданную песню Тэхёна «Travel with me»? Так вот, может, фотобук — это первый продуманный шаг к релизу песни. У нас еще 2 летних месяца впереди, и, возможно, нас ждет подарок. Два года назад, в этот день, Йосихиро Акияма, японский дзюдоист и боец ММА с корейскими корнями, выложил у себя в соцсетях видео и фото с Чангуком, подписав «Nice fight». Да воздастся каждому по делам его. Фраза, заигравшая для папарацци Омара иными красками. Неужели информация о товарище, выдававшем себя за участника, получающего гайды от продюсеров, увлеченного в незаконном похищении и распространении информации, а также сливе треков и приговоренного к тюремному заключению, сподвигло немного насторожиться? Для тех, кто не понял, что вообще стряслось, поясняю. Омар удалил из актуального в своем аккаунте Instagram все сторис парижских мусорок. Сам Reels все еще находится на его аккаунте, но убраны хэштеги, отметка Тэхёна и отсутствует описание. Смешно, что на протяжении долгого времени его никак не колыхало описание к видео и наличие парижских сторис, а тут на тебе заморочился по полной программе. Ровно 2 года назад Тэхён посетил неделю моды в Париже. Джин прокомментировал пост Армина Виверс: «Хей, Хасок, тебе осталось служить совсем немного времени. После увольнения тебе тоже придется усердно работать. Давай выходи и усердно работай. У меня был всего лишь 1 выходной с момента, как я уволился с армии». Тэхён лидирует в списке самых популярных айдолов с состоянием на середину лета 2024 года. 2-ю позицию занимает Чангук. Самая влиятельная пара в мире. Как сообщают СМИ, во время популярного радиошоу «Кбиз» ведущий Пак Мёнсу сообщил, что недавно связался с Джином, чтобы поздравить его с увольнением. «Я позвонил ему, чтобы поздравить, и он сказал: «Хён, нам нужно повесить трубку, так как я занят работой». Мы друзья, так что он может это сказать», — с гордостью поделился Мёнсу, демонстрируя свою дружбу с мега-суперзвездой. Он также выразил желание, чтобы Джин появился на его шоу в сегменте «Мастер-легенда». Тэхён в Париже.
Джин на Виверс. Я снимаюсь в развлекательных шоу и придерживаюсь плана, который составил для себя еще будучи в армии. Это способ максимально часто светить своим лицом, при этом выполнять свою основную работу. Весь материал будет выпущен через несколько месяцев, так что потерпите еще немного, пожалуйста. У меня нет никаких планов на актерскую деятельность, извините. От милашки до секси-мена за секунду. В пятницу вышел первый выпуск «Кухни Джени» в новом составе, без Тэхёна. Рейтинги первого эпизода «Кухни Джени» с Тэхёном оказались на 25% выше, чем в новом выпуске без него. Первый сезон был так хорошо принят зрителями на корейском ТВ Твин, что Тэхён и весь каст получил 2 награды «Контент года» и «Исцеление года». И у них это семейное. Type 1 – версия для журнала. От Тэхёна дебютировал на 33-м месте в чарте альбомов Ktown 4U. Это чарт музыкальных альбомов. О боже, что если у нас получится песня? Мы готовы? Ребята, нам пора приготовиться ко всему, что может произойти с Тэхёном. Вы все знаете, что он непредсказуем. Однажды он просто проснется и скажет: «Вот альбом, делай с ним что хочешь». Так хочется верить, что это не случайная ошибка. Хороший ответ на этот комментарий фаната. Тэхён открыто говорил, что он хочет семью. И детей тоже хочет. Почему вы всегда представляете его геем? Давайте для начала скажем главное. Айдолы и вообще публичные персоны на стандартные вопросы дают стандартные ответы. Ответы эти должны звучать таким образом, чтобы понравиться публике. В случае айдолов, фанатам, подавляющую часть которых составляют девушки и женщины. И ответ про семью и детей максимально соответствует их ожиданиям. Неужели кто-то думает, что Тэхён сказал бы: «Чангук – моя семья». Так уж вышло, что мы любим друг друга. Мы поженимся и заведем детей. И далее, желание иметь семью никак не имеет отношения к сексуальности. Это желание иметь близкого человека рядом, заботиться о нем, иметь прочные отношения. И нигде не сказано, что семья – это только мужчина и женщина. Есть одинокие родители с детьми, они тоже семья. Бабушка, воспитывающая одна внуков – это тоже семья. А у кого-то семья – это он и кот. Никакой привязки к полу, возрасту, ориентации это не имеет. Добавлю еще, что семья не всегда подразумевает детей. Но Тэхён действительно говорил о детях, что тоже никак не связано с сексуальной ориентацией. На настоящий момент существует не один способ, как гомосексуальная семья может иметь детей. Более того, в их случае это в чем-то даже более продуманный шаг, поскольку их путь не настолько прост, как у гетероориентированных людей. Это требует усилий, денег и часто юридической поддержки. И в этом случае Тэхёну ничего не мешает иметь и семью, и детей. Он богат, что позволяет организовать какой-то уровень конфиденциальности и в достаточной степени независим. Сложность здесь может быть только в принятии обществом. Ким Тэхён стал вирусным из-за своей уникальной привычки в еде. Тэхён привлек внимание тем, как он ест. Да, он супермилый, когда ест, но это не причина, по которой он стал вирусным. Фанат сделал видео в ТикТок, на котором подсчитывается, сколько раз Тэхён пережевывает свою еду во время одной из его прямых трансляций на Вевос. Забавный монтаж быстро сделал видео вирусным. Тэхён на видео продолжает приближаться, когда он пережевывает более 20 раз, а вскоре и более 30 раз. И в итоге он прожевал один кусочек пищи 45 раз.
Однако неудивительно, что Тэхён так питается. Поклонники заметили, что он чаще всего во время приема пищи откусывает маленькие кусочки и хорошо пережевывает. Фигура Чангука всегда вызывала восхищение. Я вообще трудно представляю, что будет, когда он с армией вернется. Там надо будет запастись валидолом, корвалолом, коньяком. Иначе сердечко не выдержит. Коудак разместил объявление Тэхёна в Инстаграм. Это фото солдата Тэхёна было показано в сегодняшнем эпизоде «Кухни Джени 2» на канале ТВН. Подпись на фото: «У него все хорошо как физически, так и морально. У него все хорошо, тело и дух здоровы». Резко получили поцелуй от Тэхёна и пошли отдыхать. Нейва пишет: если закажете сейчас, то получите через 3 месяца. Фотокнига Тэхёна доминирует, является бестселлером в стране и за рубежом. Как только была выпущена фотокнига Type 1, сделанная Тэхёном из BTS перед военной службой, книга получила восторженные отклики как дома, так и за рубежом и стала бестселлером. 26 числа официальный аккаунт BTS объявил о публикации фотокниги Тэхёна Type 1, опубликованной 9 июля, в которой Тэхён проводит время в одиночестве, вдали от своей занятой повседневной жизни. В этой фотокниге, сделанной до службы в армии, вы можете увидеть Тэхёна в естественном виде. Предварительные заказы на Type 1 начнутся 27 июня. Когда на Weverse Shop, официальной торговой платформе BTS, начались предварительные заказы, фотокниги были распроданы всего за несколько минут, и начался второй раунд предварительных заказов. Первые фотокниги для предпродажи поступят в продажу, начиная с 9 июля, но приток заказов продолжится до тех пор, пока дополнительные фотокниги для предварительного заказа не поступят в продажу 3 месяца спустя, 15 ноября. Когда было объявлено о публикации фотокниги, Тэхён зафиксировал высокий уровень актуальности, заняв 3-е место по популярности в Google Trends среди всех знаменитостей во всем мире и 1-е место в мировых трендах. Чангук и Тэхён в 2017 году. 맞다, 됐네. Комиссия по справедливой торговле проводит расследование в отношении Hype. Подозрение в ложном предоставлении определенных данных. Комиссия по справедливой торговле начала расследование утверждений о том, что Hype предоставила ложные данные о назначении. Под обозначенными данными подразумеваются такие данные, как статус аффилированных лиц, статус родственников и статус руководителей, которые комиссия по справедливой торговле получает от одного и того же лица каждый год для определения бизнес-группы, подлежащей раскрытию. В прошлом году активы Hype превысили 5 триллионов вон, а в этом году он был признан крупным конгломератом, бизнес-группой, подлежащей раскрытию. Сообщается, что комиссия по справедливой торговле начала расследование, посчитав, что в указанных данных, представленных Hype, содержится ложная или пропущенная информация.
Представитель комиссии по справедливой торговле заявил: «Мы не можем подтвердить факт расследования», но добавил: «Если будет какое-либо нарушение закона, мы примем строгие меры». Ревность. Каждый раз веселит, как Чангук закатил глаза, когда Тэхён начал говорить о Пак Богоме. Мы не можем не вспомнить еще один айконик момент и еще одного мастера закатывать глаза. Hype запускает кофейный бренд Hi-Brew. Выпущено 3 новых продукта. 24 числа компания Hype объявила о запуске нового кофейного бренда Hi-Brew. Hi-Brew стремится к свежему кофе. Мы используем кофейный концентрат, экстрагированный в течение 10 дней после обжарки, и сохраняем свежесть до финального этапа доставки через фреш-менеджер и систему холодовой цепи. Всего появилось 3 новых продукта: Cold Brew, Coffee Latte и Inspire. High Brew Origin Cold Brew производится с использованием только экстракта кофе и воды, извлеченной из 3 видов зерен арабики – Эфиопия, Колумбия и Бразилия, без каких-либо искусственных добавок. Он обладает чистым вкусом, уникальным для Cold Brew, благодаря использованию метода DP Super Drop Process. High Brew Coffee Latte – это настоящий латте, приготовленный 2 методами экстракции – холодным завариванием и горячим завариванием. Вы сможете насладиться натуральным вкусом латте, ведь это не сладкий продукт, не содержащий сахара и синтетических подсластителей. Впервые в Корее также будут представлены продукты RT из кофе со сливками Inspire. На упаковке использовался логотип антологического альбома BTS Proof. Hype продает лицензию BTS на свою кофейную продукцию с 2018 года. Представитель компании Hype сказал: «Hi-Brew – это бренд, который воплощает в себе ценность свежести, к которой стремится компания Hi-Brew, и мы превратим его в кофейный бренд, любимый не только в Корее, но и на зарубежных рынках». Новинку можно приобрести в магазинах Fresh Manager по всей стране и в онлайн-торговом центре HiFredit. Сеть интернет разрывается из-за фотографий, где Тэхён курит во время церемонии Грэмми. Поднимается огромная волна хейта. Этот гений через несколько дней на концерте в Лос-Анджелесе. Сон Хобом, бывший менеджер Hype, опубликовал фото старой штаб-квартиры Big Hit Music в своем Instagram. Место, куда я прихожу время от времени, когда у меня много мыслей. Я скучаю по вам.
Чангук и Тэхён были замечены в салоне красоты. Когда знаешь толк в рекламе? Тэхён преодолел отметку в 3 миллиарда прослушиваний на Spotify. Как сольный артист Ким Тэхён достиг очередной отметки как соло-артист. Как солист Тэхён преодолел отметку в 3 миллиарда прослушиваний на Spotify. На официальной странице V на Spotify представлен его сольный альбом «Лайоува», саундтреки к дорамам, спродюсированные им треки, а также песни «Friends», выпущенные во время службы артиста в армии. Примечательно, что на Spotify песни, авторство которых принадлежит Тэхёну, учитывают только его соло-треки и спродюсированные им работы, не включая коллаборации с другими крупными поп-звездами, что в очередной раз доказывает его уникальный талант к музыке и силу суперзвезды. Дебютный альбом Тэхёна «Лайоува» недавно вошел в историю как первый альбом кросс-соло-артиста, все треки которого превысили отметку в 100 миллионов прослушиваний на Spotify и были проданы в США в количестве более 100 тысяч копий. Поздравляем Ким Тэхёна! Секундная паника Чангука, когда он увидел Тэхёна с другим. Господь, скажи, как вынести его маленьковость? Второе место. Это так интимно. Там вообще-то места не было. Да и у Чангука брюки были белые, понятно? Первое место. Концерт, на котором присутствовали родители Чангука, и именно тогда Тэхён при всех протянул ему кольцо. Жаль, Чангук его уронил, но этот жест был очень громким. Ровно 4 года назад. Вопрос: Чангук, что ты делаешь? Ответ Тэхёна: он спит рядом со мной.
Прошел год, когда Чонгук и Тэхён носили одинаковые футболки в один и тот же день, находясь в разных странах. Они такие романтики. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.